Барсучий нос. Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу, лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки, и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки лязгали на нас мелкими, как иглы, зубами. Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды. У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков. Они тихо выли по дальним берегам озера. Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь, его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковородке, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Speech Kit. С нами был мальчик, ему было всего 9 лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу, гораздо лучше нас взрослых, он все замечал и рассказывал. Он был выдумщик, но мы очень любили его выдумки. Каждый день он придумывал что-нибудь новое. То он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины. Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке. Кто знает, что это мог быть за зверь. Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая мордочка с черными пронзительными глазами. Наконец из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал. Барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос. Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли. Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил. Мне не хотелось двигаться, но мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него пахло грибами и йодом. Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня в мокрую и холодную труху обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой, маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и легался задними пушистыми лапами. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.
Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. С тех пор я его больше не видел. Спасибо за внимание, ждите новых историй, до встречи!